В этом видео я покажу вам, где можно встретить гейш и якудза в одном месте. Мы побываем в самом маленьком книжном магазине в мире, где продается всего одна книга. Поедим лапшу, приготовленную роботом, посетим поросячье кафе и место, откуда родом Манеки-неко, или зовущая кошка. Разберемся, почему железнодорожные работники в Японии постоянно куда-то показывают пальцем. И, наконец, я познакомлю вас с профессором Какашкой. В общем, будет много всего интересного. Японская императорская династия старейшая в мире. Она не прерывалась с 7 века до нашей эры. И сейчас Японией правит 126-й по счету император Нарухито. Не всегда японские императоры обладали реальной полнотой власти, оказываясь в заложниках у могущественных самурайских кланов. Как напоминание об этом, императорский дворец в Токио, да и сам город Токио, впрочем, тоже. Раньше город назывался Эдо, что означает «вход в бухту», и на политической арене, если не брать совсем уж старые времена, появился в 1603 году, когда клан Токугава превратил его в свою столицу. В тот же период старый замок, который был на этом месте, достроили, и он стал резиденцией сёгунов Токугава на 2 с лишним столетия. И только в 1868 году, когда клан Токугава был свергнут, а император вернул себе власть, императорский дом переместил свою резиденцию из Киото в новую столицу, которая стала называться Токио, что означает «восточная столица». А замок Токугава стал резиденцией императора. Перемещаемся на центральный вокзал Токио. Это Токийская кольцевая линия Яманоте, аналог московского МЦК. Ну как аналог? Вообще-то по этой линии первые поезда начали курсировать аж в 1885 году, а МЦК появилась всего несколько лет назад. Но сегодня, когда начинаешь сравнивать московское МЦК и токийскую линию Яманоте, сравнение явно не в пользу японской столицы. В Москве и поезда более комфортабельные и современные, и кольцо длиннее, и поездка дешевле. Но что мне нравится в токийской линии, это музыка и веселые объявления. А если принять во внимание еще яркие указатели, то создается такое ощущение, что Токио – это город из аниме. Кроме того, безопасность тоже на высоте, потому что на платформах установлены ограждения. И это то, чего не хватает московскому МЦК. Сегодня Яманоте-сен является одной из самых загруженных линий в Токио и связывает разные центры японской столицы. Это сам Токио, Шимбаши, Шибуя, Акихабара, Хараджуку, Шинджуку и многие другие. Вообще история линии Яманоте намного старше, чем может показаться. Раньше, в период Эдо, на месте большей части железнодорожного кольца был окружной ров, заполненный водой. Внутри канала, в основном на западе и севере, располагались усадьбы даймё и других знатных японских самураев. Даймё – это средневековые японские феодалы, которые управляли своими вотчинами, расположенными в разных местах страны. И, естественно, в Эдо, тогдашнем Токио, у них тоже были свои усадьбы. Также здесь находились храмы. А вот коммерческие районы располагались за каналом. Один из таких районов – Гинза. Гинза переводится с японского как «монетный двор», и свое название район получил от монетного двора, который располагался здесь в эпоху Эдо. Сегодня Гинза – это один из самых фешенебельных районов Токио.
Все самые известные бренды, самые дорогие рестораны – все находится здесь. И еще Гинза – это излюбленное место обеспеченных туристов из Китая, которые до коронавируса приезжали в Токио за покупками. В японском языке есть даже такой специальный термин «бакугай» – взрывной шопинг, когда люди скупают все подряд. Так вот, это относилось в основном к китайским туристам. В последнее время из-за коронавируса китайских туристов в Японии не так много, поэтому Гинза выглядит немноголюдно. Стоимость 1 квадратного метра земли в районе Гинза доходит до 30 миллионов рублей. И одним из значений части иероглифов в слове Гинза является золото. Вот уж поистине можно сказать, что район сделан из чистого золота с такими-то ценами. Сейчас вы можете познакомиться с этим иероглифом, все-таки знать золото полезно на любом языке. А, ребята, сейчас я вам покажу такую фишку. Это то, что считается самым маленьким книжным магазином в мире. Ну, наверное, не безосновательно. Я не знаю, в мире, не в мире, но я точно скажу, что таких магазинов я не видел, потому что здесь продается всего одна книга. Называется этот магазин Мурioka Shoten. На витрине представлена книга и иллюстрация к ней. Суть работы этого магазина в том, что каждую неделю продаваемая книга меняется, и в самом магазине, собственно-то, ничего нет. Сет из 2 книг на витрине стоит 12 тысяч йен. Ну, это где-то 7 с чем-то тысяч рублей. Да уж, золотые метры в Гинзе не так-то просто отбить. Недалеко от Гинзы находится, можно так сказать, центр Японии. Отсчетная точка всех дорог страны восходящего солнца расположена не возле императорского дворца, как можно было подумать, а рядом с Нихонбаши, или японским мостом. Отсюда в средневековой Японии брали начало 5 главных дорог, связывающих Эдо с другими частями страны. Ну, самим мостом нас не удивишь, кроме того, над Нихонбаши разместили такую вот страшненькую эстакаду в чисто японском стиле. Сразу за мостом находится магазин старейшей японской торговой сети Мицукоши. Первый магазин этой компании, который тогда назывался Ичигоя, появился в далеком 1673 году как поставщик кимоно и тканей. Современный же облик сеть приобрела в начале 20 века, когда предложила невиданную для Японии форму торговли. Чтобы вы понимали, до появления первого универмага Мицукоши торговля в Японии происходила в традиционных лавках, когда посетители заходили без обуви, садились на татами и терпеливо ждали, пока продавец приносил разные партии товара. Когда же Мицукоши разрешила заходить в магазин в обуви и самим выбирать товар с полок, это был настоящий культурный шок для японцев. И раз уж речь зашла о многовековом бизнесе, я думаю, вам будет интересно узнать, что из 5 старейших компаний в мире все 5 японские. А самая старая из ныне действующих компаний – Конго Гуми, строительная фирма, которая была образована в 578 году нашей эры и до сих пор работает. Она находится в Осаке, и в следующем видео я покажу вам ее. Правда, в 2006 году она перестала быть независимой и вошла в состав корпорации Такамацу. Но тем не менее.
У меня просто в голове не укладывается, что компания непрерывно работает 1445 лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Она старше Москвы более чем на полвека. Японцы очень большие молодцы, потому что, несмотря на все развитие технологий, им удалось сохранить свою самобытность. А это дорогого стоит в сегодняшнем-то мире. Одним из проявлений, безусловно, является частое использование традиционной японской одежды. Также к традиционным ценностям можно отнести японскую письменность. Для иностранцев это просто взрыв мозга. Среднестатистически образованный японец знает от 3000 иероглифов. С учетом того, что у иероглифов может быть не одно чтение, изучение такого количества превращается в нетривиальную задачу. Но когда американцы после окончания Второй мировой войны захотели навязать японцам латиницу, те воспротивились и отстояли свою оригинальную письменность. Зато теперь можно любоваться вот такими красивыми японскими вывесками. Раз уж речь зашла о японской оригинальности, позвольте познакомить вас с господином Какашкой. Нет, я не шучу. Для этого давайте зайдем в один из книжных магазинов Токио, в отдел детской литературы. И вот нас интересует вот эта полка для детей младшего возраста. Вот, все вот эти книги как раз с профессором Какашкой Унко. Профессор обучает детишек иероглифам, но делает он это своеобразно. Весь процесс построен вокруг ассоциаций с экскрементами. Ну, посмотрите сами. Особенно впечатляют картинки типа вот этой. Профессор Унко Какашка стал настолько популярным в Японии, что вышел за пределы книг и теперь существует в разных ипостасях. Есть, например, эмодзи, игрушки и даже десерты с профессором Какашкой. Ну и как тебе такое, Илон Маск? Вообще в Японии с конца мая начинается сезон дождей Цую, который длится ориентировочно до середины июля, поэтому не лишним приобрести зонт. Я вот зашел в Комбини, один из магазинов возле дома, для того, чтобы купить себе тоже зонт. Вот такие прозрачные зонты продаются повсюду, и они превратились фактически в один из символов Японии. Ну что, купил себе зонт. 450 рублей примерно обошелся. С таким зонтом мне, конечно, далеко до японских модников и модниц, но, по крайней мере, буду защищен от дождя. Я надеюсь. Вообще, вместо покупки можно ограничиться арендой зонта. Вот во многих местах в Японии можно встретить такие стенды, где предлагаются зонтики. Это так же, как у нас в пауэрбанке, да, берешь зонт и потом можно вернуть его в любом другом месте. При краткосрочной аренде сутки обходятся примерно в 60 рублей. Или вот можно было купить такой кавайный зонтик с какими-то там рисуночками. Ну хотя не знаю, как я смотрелся бы с таким зонтиком. Ну, думаю, в Токио все прошло бы нормально. Вообще складывается ощущение, что японцы неосознанно хотят удивить весь мир своими необычными задумками. Вот во многих городах мира открылись кошачьи или собачьи кафе. Но нет, японцам этого мало. Они взяли и сделали поросячье кафе. Конечно, речь идет не об обычных поросятах, а о породе микропигов. Эти поросята не набирают более 10-15 килограммов. Но тем не менее, такие тушки гуляют, да, и как-то немножко становится не по себе. Тем более, что некоторые из них немного кусаются и тыкают своими пятаками. Самое интересное, это кафе очень популярно в Японии, это целая сеть, и попасть сюда можно только по записи. Мало того, что чтобы попасть к поросятам, нужно переобуться и надеть чистые тапочки.
Так еще нужно заказать еду и употреблять ее в присутствии поросят. Ну понятно, что никто этого не делает, и поэтому еда и напитки так и остаются на столах. Фермерам на заметку. Создание бизнеса. Да, Япония не перестает меня удивлять. Несмотря на то, что Токио один из самых оживленных мегаполисов на планете, и здесь расположен самый загруженный пешеходный перекресток в мире, который одновременно переходят до 3000 человек, ну, естественно, до коронавируса, японцы не любят суеты. В самом деле, часто ловишь себя на мысли, что, несмотря на толпы людей, где бы то ни было, движение самоорганизовано. В немалой степени это объясняется наличием огромного количества указателей и всевозможных регулировщиков. Здесь, внимание, 6 регулировщиков подряд. У железнодорожных работников в Японии вообще существует специальная система жестов для проверки действий – Юбисаши Канко. Показываю и называю. Здесь часто можно увидеть, как сотрудники железной дороги постоянно куда-то показывают пальцем и говорят сами с собой. Нет, речь не идет о всеобщем помутнении рассудка. Просто данная система подразумевает, что каждое важное действие сопровождается движением указательного пальца и проговариванием соответствующей информации вслух. Например, когда закрываются двери вагонов, служащий станции показывает на них пальцем и говорит «двери закрыты». Это повышает осознанность действий и помогает избежать ошибок. Неудивительно, что японские железные дороги, равно как и авиалинии, одни из самых безопасных в мире. Система была разработана в 20-х годах 20 века и сначала вызвала серьезное противодействие со стороны железнодорожных работников, поскольку выглядела как кривляние, но сейчас без нее уже нельзя представить японский транспорт, да и не только транспорт. Так что, когда в следующий раз вы будете выходить из дома и захотите удостовериться, что у вас выключены утюг и плита, вы знаете, что делать, ребята. Вообще, в отношении Японии существуют некоторые стереотипы. Один из них, что это очень развитая страна и технологии здесь повсюду. В это легко поверить, гуляя по некоторым местам японской столицы. В районе Сибуя открыли кафе, где шеф-поваром выступает робот. Это кафе предлагает лапшу быстрого приготовления. Ну, давайте зайдем. Как и следовало ожидать, от этого места весь процесс заказа и оплаты автоматизирован. Кафе предлагает лапшу быстрого приготовления. Здесь есть несколько ингредиентов, несколько видов лапши. Все это заказываешь, да, на экране и потом оплачиваешь с помощью карты. И дальше вот такой робот начинает готовить заказ, смешивая ингредиенты различные.
Короче, на выходе получается всем знакомая лапша быстрого приготовления с характерным каким-то таким резиновым вкусом. Но самый прикол в том, что в процессе приготовления кипяток в стаканчике все равно наливает человек. Почему это не может делать робот, мне вообще непонятно. Так что технология как-то отработана не до конца. Уже готовим ваш заказ. Тем более, если сравнивать робота в японском кафе с роботом в аэропорту Челябинска, который делает мороженое. И делает это, заметьте, сам, без помощи людей. Еще и отпускает прикольные комментарии, включая комплименты. Вы сегодня замечательно выглядите. Закажите еще. Вот вы увидите, вам понравится. Ведь я готовлю мороженое из натуральных продуктов. На самом деле, в последнее время экономическое развитие Японии серьезно замедлилось. То, что раньше было преимуществом, а именно коллективный подход к решению задач, сейчас создает серьезные сложности. В Японии уровень безработицы один из самых низких среди развитых стран. В последнее время он держится в пределах 2,5–3%. Это происходит потому, что японские компании предпочитают не сокращать людей, а предоставлять им другую работу, что ведет к снижению производительности труда. Чем-то мне это напоминает старые добрые советские времена. Но вот где вряд ли получится провести параллель с советским прошлым, так это в японских магазинах. Их сила в классной упаковке и просто в неимоверном ассортименте каких-то, казалось бы, ненужных на первый взгляд вещей. В торговой галерее под станцией Токио количество магазинов просто зашкаливает. По-хорошему, нужно не менее одного дня, чтобы обойти ее всю. Вот это только список магазинов, предлагающих товары по франшизе, ну типа там Гарри Поттера, покемонов и так далее. Многих из персонажей я вообще не знаю и не понимаю, зачем их покупать. Но вряд ли со мной согласятся фанаты, которые готовы стоять в больших очередях только для того, чтобы приобрести любимую игрушку. Вот японцы молодцы в плане создания вещей, которые не являются необходимыми, но в принципе нужны в повседневной жизни. Например, вот это охладитель для шеи. Он вешается на шею, и она всегда будет в прохладе. Или вот такой переносной вентилятор, например. Берешь его, да, так и охлаждаешь. Я, кстати, многих уже видел японцев здесь, потому что в Токио сегодня плюс 30 градусов. Когда у тебя такой вентилятор, ну или вот вообще на клипсе, да, приклеил его на это, прицепил его на шлейф рюкзака, и он тебя ходит, ты ходишь, и он тебя обдувает. Еще удобно. Что? Прохладное полотенце с капюшоном. Честно говоря, не понимаю, что это, но прикольно. А правда, оно вообще прохладное такое полотенце. Какие-то разделители, чтобы отдельно жарить разные блюда на одной сковородке. Короче, много разных прикольных фишек. Вот опять охлаждающее полотенце. Не, ну конечно, в Японии люди больше озабочены жарой и влажностью. Там мы думаем, у нас зимой холодно, там быстрее бы жара была, а здесь наоборот, как наступает лето, еще с такой высокой влажностью, то они думают, как бы охладиться.
Упаковка — это вообще отдельная песня. Все настолько красиво оформлено, что из-за одного вида купить хочется. Кстати, некоторые покупатели под стать упаковки. Вы посмотрите, какой импозантный дядечка. Если вы когда-нибудь будете делать подарки японцам, то знайте, что для них упаковка зачастую более важна, чем сам подарок. Поэтому придется еще немножко раскошелиться на внешний вид презента. Если вы решите сходить куда-то, ориентируясь по карте, то можете с удивлением обнаружить, что за редким исключением у улиц нет названий. Улицы можно встретить в каких-то исторических или туристических местах, вот как, например, здесь, в Гинзе. В основном же будет название района, вот как здесь Шимбаши, номер квартала и, соответственно, номер дома. Вначале это неудобно, но постепенно к этому привыкаешь. На частных домовладениях можно встретить табличку с именем владельца, а у офисных зданий бывают собственные названия, которые часто не соответствуют облику зданий. Ну, например, вот это Elegance Building. Или, например, S-Plaza. Когда красивое название есть у высотного здания, ну, допустим, вот этого, да, я все понимаю. Но с S-Plaza владельцы как-то точно погорячились. Если вам доведется посетить Токио во второй половине мая, то вы можете своими собственными глазами увидеть гейш и представителей японских преступных кланов якудза, причем в одном месте. Но обо всем по порядку. С пятницы по воскресенье 3-й декады мая в токийском районе Асакуса проводится фестиваль Санджа Мацури. Суть его в следующем. 44 района Асакусы готовят микоши, это такие красочные ритуальные паланкины, ну или простым языком деревянные короба с крышей на брусьях. И даши, это повозки с японскими барабанами. Возле храма Сенсоджи в самом центре Асакусы проводится парад, куда стекаются микоши со всех уголков района. Их набирается порядка 100 штук, поскольку есть еще специальные детские и женские экземпляры. У каждой общины помимо микоши своя одежда со знаками отличия. И это очень яркое зрелище, когда красочно одетые мужчины и женщины таскают на себе тяжелые микоши под одобрительные крики окружающих. Считается, что таким образом люди притягивают удачу в свои районы и дома. В этот момент у участников наступает какая-то реальная эйфория. В некоторых процессиях можно увидеть серьезных парней с заметными частями татуировок иризуми. Иризуми — это японский стиль тату. А ребята-то с наколками были. Да, такие довольно серьезные лица. Потом эти процессии разбредаются по всей огромной территории Асакусы, и народ начинает праздновать на каждом углу.
Причем наряду со взрослыми самое активное участие принимают и дети. Вот уж поистине народный праздник. Самые красочные зрелища происходят в воскресенье, когда некоторые общины привлекают гейш, и те становятся настоящим центром внимания, охотно позируя перед публикой и фотографируясь с участниками. Также можно встретить персонажей в одежде японской средневековой знати. Короче, все очень красочно. Кругом полно полиции, но она скорее не мешает. Одной из причин повышенного внимания представителей правоохранительных органов является присутствие на празднике членов японских преступных группировок. Неформально Санджа Мацури даже называют фестивалем якудза. Раньше якудза открыто демонстрировали свои ридзуми, но в последнее время говорят, что полиция пытается бороться с этим, поэтому позирующих людей с татуировками можно встретить все реже. Или, может быть, я просто был не в тех местах. Но, тем не менее, такие люди попадаются. А сейчас мы находимся в районе Йошивара, недалеко от Асакусы. И примечателен этот район тем, что в средневековой Японии периода Эдо здесь появился первый официальный квартал развлечений. Ну, как сказали бы сейчас, квартал красных фонарей. Я зашел сюда посмотреть, ощутить дух, посмотреть, может быть, осталось что-то с тех пор. Но на самом деле я уже заранее знал, что здесь ничего не осталось. Правительство средневековой Японии, чтобы контролировать моральный облик, в первую очередь самурайского сословия, разрешило открывать чайные дома, театры кабуки и прочие увеселительные заведения только в специально отведенных местах. Они так и назывались «веселые кварталы». Так вот, Йошивара – одно из таких мест, и оно появилось в 1617 году в своей ипостаси. Самураям туда вообще запрещено было ходить, но они с легкостью нарушали подобные запреты. Здесь кипела ночная жизнь, и главными героями были таю, элитные путаны, и актеры кабуки. Сегодня в этом районе есть пара подобных заведений, но их можно назвать лишь жалким подобием былой роскоши. Но что ублажает взор, так это большое количество людей в традиционной одежде в честь праздника. Чтобы добраться до еще одного интересного места, воспользуемся вот таким оригинальным трамваем. Я хочу показать вам храм Готокуджи в районе Сэтагая, но, наверное, проще будет сказать, что это храм манящей кошки или Манеки-неко. Существуют разные легенды, объясняющие связь этого храма с кошками. Мне же нравится такая. В 17 веке в храме жил монах, который сводил концы с концами и, тем не менее, который приютил большое количество кошек. И вот однажды во время сильного дождя мимо храма проезжал знатный самурай
и укрылся под деревом от сильного дождя. В этот момент его внимание привлекла кошка, которая вышла из храма и как будто бы позвала его лапой зайти внутрь. Заинтригованный самурай последовал за кошкой. В этот момент в дерево, под которым стоял самурай, ударила молния и разнесла его в щепки. По сути, кошка спасла самурая от верной гибели. В знак благодарности чиновник не только стал поддерживать храм финансово, но и построил отдельное помещение для живущих в нем кошек. Сегодня кошка по-прежнему является одним из главных действующих лиц храма. И если вы хотите привлечь удачу, то нужно купить фигурку Манеки Неко здесь же в храме и поставить ее на одну из полок рядом с другими кошками. Обычно, когда речь заходит о Японии, часто рассказывают о японской кухне. Я тоже не удержался, но не хотел показывать какие-то уже давно всем известные вещи. И вот я случайно встретил сетевой ресторанчик Очадзуки. Очадзуки — это вареный рис с разными добавками, ну вот как в моем случае с морепродуктами, куда добавляется зеленый чай или даши. Нет, даши — это не повозка, о которой я говорил ранее, когда рассказывал о празднике. Даши — это традиционный японский бульон, который используется во многих блюдах. И вот вы заливаете рис зеленым чаем или даши и едите, ну как бы суп на чае. Оригинально. Вот вообще можно выбрать разное наполнение, разные порции, есть сеты, да. Ну вообще интересное блюдо, попробуйте, когда будете в Японии в следующий раз. Ой, ребята, поел прям в охоточку. За все это время японская кухня мне уже порядком поднадоела, но это не тот случай. И всем рекомендую очадзуки или просто чадзуки. Вообще такая прикольная фишка, что очень часто это блюдо является завершающим во время японской трапезы. Ну, то есть после того, как уже трапеза подходит к концу, могут заказывать вот это блюдо. Вот и у меня получается так символично, что моя поездка в японскую столицу завершается, и я заказываю себе это блюдо. И, кстати, еще такая интересная параллель. Вот у нас, когда человек задерживается в гостях, ему говорят, ну что, может быть, по чайку, подразумевая, что, друг, ну пора бы тебе уже, наверное, и честь знать. Так вот, в Японии тоже есть подобное выражение, но вместо чая используется очадзуки. И если в Киото, это в Киото в основном, вам предложат очадзуки, когда вы уже долго находитесь в гостях, имейте в виду, это не значит, что хозяева вам действительно хотят предложить еще поесть. Это они намекают на то, что ваш визит уже немножко задержался и пора бы вам отправляться в путь. Так вот и я не буду злоупотреблять гостеприимством японской столицы и тоже, пожалуй, отправляюсь в путь. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Пименов. И, кстати, если вам понравилось это видео, то я советую посмотреть следующий выпуск. Он будет из другого, не менее интересного города Японии, Осаки. И там тоже будет очень много интересной информации.